Друзья, всем привет! Вы на канале Акваградус, я ведущий Андрей, и сегодня мы задумались сделать ром. У нас есть вот такой замечательный бочоночек, бочечки такие у нас есть на сайте. Мы в него залили бурбон, первая выдержка была бочки. Вот такой замечательный напиточек уже получился по цвету, цвет прям бурбон, запах прям вообще божественный, классный. Супер! Обязательно потом продегустируем после работы. И пришло время в него залить следующий напиток. Обычно мы заливаем виски, но по опыту мы когда-то делали ром, мы делали его на стандарте, на укрепление. Но это вариант был для такого белого питья, для того, чтобы вот его сразу употреблять. Он делался на крепости 92 градуса. Ароматика при этом замечательно сохранилась. Кого интересует именно вот такой вот напиток, легкий, хороший, с легкой ароматикой, достаточно сильной ароматикой для такого укрепления, посмотрите это видео, оно замечательное и его стоит повторять. А сегодня мы хотим сделать ром с убойной ароматикой, чтобы сохранить всю ароматику. Помогать нам в этом будет замечательный аппарат Cuprum Whisky с увеличенным шлемом. Будем делать две классических перегонки на прямотоке. Что нужно для того, чтобы сделать ром? Прежде всего, это тростниковая патока, она же меласа. Мы приобрели 10 килограмм, вот два вот таких пакета. У нас есть декстроза. Меласа выглядит вот таким вот образом. Это такое вот густое, похоже на сироп, с запахом. Запах карамель, запах, я говорил в прошлый раз, когда его разводишь, немножко напоминает томатную пасту, но не полностью томатная паста, а что-то, какие-то нотки есть. Запах такой кондитерский, я бы сказал. Для нашего региона, конечно, чисто на патоке делать это расточительство, потому что мало того, что это не дешевое удовольствие, и в ней, в этой патоке содержится немного сахаров, то есть если делать на чистой патоке, выход будет мизерный, поэтому мы будем добавлять сахара. Можно добавлять тростниковый сахар, это было бы, наверное, самое правильное, но это тоже дорого. Можно добавить просто сахар, но это как бы портит немножко ароматику. Поэтому было принято решение, что мы будем добавлять декстрозу, более чистый сахар, а также использовать будем дрожжи для рома. Дрожжи для рома отличаются тем, что в меласе есть несбраживаемые сахара, и такие дрожжи имеют ферменты, которые помогают немножечко больше получить выход путем сбраживания этих несбраживаемых сахаров. Но в любом случае будет определенный недоброд, то есть если начало брожения будет на плотности, мы замеряем обязательно какая, допустим 18, то окончание брожения 4-5 это вполне нормально для такого вида сырья. И теперь какие же пропорции? Я буду следовать полностью по указанию дрожжей, а на инструкции написано: возьмите 21 литр воды, теплой 35 градусов, засыпать 4,5 килограмма сахара, я буду использовать 4,5 килограмма декстрозы, и 2 килограмма меласы. Я буду использовать по 2,5 килограмма меласа, только потому что у нас 10, я разделю это просто на 4 части. И сбраживать буду в течение 7 дней без гидрозатвора, брага может сильно пениться. Через 7 дней после того, как мы брагу поставим, будем перегонять на нашем замечательном медном аппарате. Итак, друзья, я буду ставить браги, ничего сложного здесь нет, ставится практически как сахарная. А сейчас у нас будет ставочка, как мы подготовили бочонок, и более подробная информация, как же заливается ром в бочку. Самым важным этапом приготовления настоящего рома есть выдержка в бочке. Ром выдерживается в дубовой бочке после бурбона, после американского виски. Я взял абсолютно новый бочонок 15 литров. Будем готовить перед заливкой первого напитка, будем готовить бочку. Более подробно ролик по подготовке бочки есть у нас на канале, и не один. В данном видео я коротко покажу все этапы подготовки бочки и первая заливка. Подготовка бочки обычно занимает 2-3 недели до получения чистой воды. Когда мы сливаем воду, вода должна быть чистая. А первая заливка бурбона до насыщения до нужного бурбоновского цвета и вкуса.
Ориентировочно первая заливка, время выдержки очень зависит от размера бочки. Чем меньше бочка, тем быстрее насыщается дубом. А также от помещения, где хранится ваш бочонок. Если это прохладное помещение, то время выдержки немножко больше. Если это теплое и жаркое помещение, то время выдержки сокращается. Первым делом практически новый бочонок я залью литра 3 кипятка, чтобы почка внутри распарилась, посмотреть наличие течей и дать ей постоять в таком виде. Кипяток я поменяю 2-3 раза, споласкивая, и затем я буду заливать воду. Первую неделю буду менять каждый день, а потом раз в 2-3 дня, но ни в коем случае нельзя это делать реже, чтобы вода не заплесневела. Качество бочки говорит само за себя, нигде даже ни одной капельки не просочилось, ничего. Создается давление, пар выходит. Можно немножко потрусить. Вот, выходит пар, это хорошо. И так я сделаю 2-3 раза и залью уже холодную воду и на следующий день буду менять. Итак, друзья, 4 браги, еще раз напомню пропорции. Получилось по 2,5 кг меласы, по 4,5 кг декстрозы и вот такое количество уровень воды. Выходим мы на плотность 20. В каждом ведре 20. Итак, добавляем дрожжи. Гидрозатвор я ставить не буду, это в принципе близко к сахарной браге. И если пойдет пена, лучше пусть она на плитку выйдет. Все, добавляю в каждую брагу по пачке и ставим на брожение на 7 дней. По окончанию брожения замеряем, какая будет плотность. Отличительная особенность брожения данной браги, как по прошлому разу. В процессе брожения она будет такого практически белесого цвета. А когда окончится брожение, вернется вот этот цвет, который и был. Браги отбродили буквально за 2 дня, на 3-й день они уже пошли осветляться. Я подождал еще 2 дня, в общем она 5 дней постояла, чтобы хорошо дрожжевой осадок остался. Вот так вот она выглядит, и по сахару тут осталось у нас 2 единички. В принципе, это норма для такой браги, несбраженные сахара здесь есть, выбродила, можно сказать, для браги этой в 0. Итак, у нас было 4 браги, я постараюсь за 3 раза, так как куб на 50 литров, перегнать. Буду оставлять место, потому что брага может пениться. Простейшим способом при помощи шоферского метода переливаем 1,5 браги в куб и включаем на максимальный нагрев. Только я набрал, я думаю, что в 3 раза вложимся перегнать. Все, устанавливаем аппарат, подключаем охлаждение, хотя уже было все подключено. И ждем, когда в баке будет 80 градусов, пойдет прогреваться. У нас термометров много, и когда верхней точкой дойдет градусов до 70, подам охлаждение. Друзья, уже близко к 90 градусам, начало прогреваться что конус, что шлем. Пора подавать воду, я подам небольшое количество изначально, и затем, когда у меня пойдет срез, особенно активно, я отрегулирую подачу воды на холодильник таким образом, чтобы у меня верх будет горячий холодильник, а низ холодный, переход где-то посередине, спирт-срез, чтобы вытекал прохладный. Вот так оптимально регулируется температура, и отбирать я буду до 100 градусов в баке, чтобы отжать весь спирт.
В конце перегона я измерю, если спиртуозность будет меньше 5 градусов в струе, я остановлю погон. И отработанная борда будет остывать и применяться для второй перегонки. Я ей буду разбавлять общий спирт-сырец. Спирт-сырец у меня получится явно градусов 40, а то и 45. А мне нужно для второй перегонки 25-27, поэтому разбавлять буду дендером. Продолжаем готовить бочку под наш будущий ром. Для первой заливки в бочку я приготовил бурбон. Здесь 51% кукурузы и 49% ячменя. Использовался обыкновенное несоложенное сырье с супермаркета, кукурузная крупа и ячменная крупа. Заливать я буду крепостью 50 градусов. Кстати, к вопросу о крепости заливки часто задают вопрос, какой же крепостью заливать. Друзья, все зависит в принципе от размера бочки, от времени выдержки и хотите ли вы дегустировать в процессе созревания или нет. Если у вас бочка стоит в сухом теплом помещении, допустим, такое как квартира, то крепость будет понемножку расти, и поэтому, в принципе, можно заливать 45 градусов, и она к концу созревания примерно такой же, там, может быть, 47-48 станет. Если у вас хранение в прохладном месте и сыром, как погреб, то крепость там может падать. Это прошу учитывать. И еще в маленькую бочку заливают обычно 45-50, в бочку от 50 литров заливают под 60, в бочке 200 литров уже заливают 65-70. Естественно, в маленькой бочке созревание происходит очень быстро, большой контакт поверхности дерева, больше, скажем так, не созревание, а настаивание. В больших бочках, конечно, уже настоящее созревание, но и времени понадобится в разы больше. Итак, друзья, 33,6 и 55. Какое время мы будем настаивать? Я хочу первую настойку получить вот такого бурбонного цвета. Это среднее между коньячным цветом и соломенным вискарным, чуть-чуть с краснинкой. Вот такой вот цвет я хочу получить. Итак, получилось ровно 50 градусов. Это и запишем. 15-литровая бочка залита сегодня 50 градусов. Друзья, хочу обратить на один факт, что пока мы вымачивали бочку, вымачивали мы ее порядка 3 недель. Я каждые 2-3 дня менял воду. Она немножко потеряла внешний вид. Если донцы остались хорошо, красиво вощеные, то верхняя часть вода немножко стекала, и она такая побледнела. Сейчас мы это будем исправлять. Хочу, чтобы на время выдержки бурбона бочка стояла максимально красивая, поэтому я приготовил обыкновенный строительный фен. Я приготовил пчелиный воск, зашел на рынок к женщине, которая торгует медом. Я купил воск, очень недорого, и взял силиконовую кисточку, чтобы все это размазывать. Сейчас я буду греть и размазывать таким образом. У меня эта кисточка уже используется для вощения. Сейчас все покажу. Единственное, что в процессе вощения горячий воск может лететь, поэтому поменяйте одежду. Я сейчас поменяю другую одежду и что-то подстелю под бочку, чтобы не замазать наш красивый стол. Результат перегонки практически 4 браг. Я перегнал 3,5 браги. У меня получилось 26 литров спирта сырца. Крепость разная. Сейчас я объединю, залью в куб и замеряем общую крепость. Но у меня осталось 10 литров неперегнанной браги. Я решил, что смысла ее перегонять нет. Я буду заливать ее в качестве дендера для ароматизации. И добавлю еще перегнанный дендер. Мне важно выйти на крепость 25-27 градусов. Поэтому расчет будет простой. Я добавляю 26
6 литров спирта сырца, который я замерю, приблизительно в районе 40, но точно мы измерим, когда объединим. Добавлю 10 литров браги, именно не перегнанной, она крепостью в районе 9 будем считать. И остальное, чтобы выйти на крепость 25, я добавлю уже перегнанной брагой, именно дендером. 25 градусов мне нужно для того, чтобы выйти на ту спиртозность, при которой переходные фракции будут вылетать вслед за головами. Я хочу вместе с головами выпустить именно вот эту переходную всю вонючку, чтобы тело получилось максимально чистым, максимально ароматным. Всегда спрашивают в комментариях расчеты, сколько надо отбирать голов, сколько тела, сколько хвостов. Ответ очень простой по органолептике. Но есть, конечно, общие такие принципы, допустим, для вискарных браг, когда мы перегоняем вискарную брагу 25-27 градусов крепостью. Расчет 5% от залитого объема. Если мы залили, допустим, 50 литров, то 5% это 2,5 литра. То есть 2,5 литра мы отбираем в качестве оборотного спирта. Далее гонится до крепости 65, 70, 60, тоже по органолептике. И далее до нуля хвосты. Головы и хвосты объединяются в оборотный спирт. Можно опустить на ректификацию, а можно на следующую часть. С ромом будем смотреть по органолептике. Я буду рассчитывать на 4-5% от залитого в куба. Но принимать решение при переходе от голов к телу я буду, конечно же, по органолептике. Также принимать решение на крепости 70 или ниже к переходу к хвостам тоже по органолептике. Возможно, и на 70 придется остановиться, а возможно и до 40, как многие делают. Что же делать с головами и хвостами? В данном случае ром я больше делать в ближайшее время не буду, поэтому головы и хвосты я пущу на ректификацию, получу с них спирт, и этот спирт будет либо добавлен к основному телу, если оно получится супер ароматное, либо опустим на настойки наливки, посмотрим по результату. Крепость сырца 41 градус на температура 30, достаточно тепло. 37 получилась спиртуозность сырца. И сейчас я посчитаю спиртуозность после добавления 10 литров 9-градусной браги. Итак, друзья, после того, как я добавлю 10 литров 9-градусного, у меня получается 29,5, где-то в этом районе, будем считать 30, и теперь я разведу до 25. Итак, 30-градусные 36 литров, крепость разбавителя уже отработанной борды 0, будем считать, крепость полученная 25. И мне надо еще добавить 7 литров дендера, что мы сейчас и сделаем, объединяем и включаем на перегонку. Итак, друзья, я поставил нагрев и будем выходить на сначала покапельный отбор, а потом я настрою такой отбор, чтобы у меня это был тоненькой струйкой. Цель какая? Вот эти все переходные, они вылетают 1,5-2 часа. Соответственно, 2 литра надо отобрать за 1,5-2 часа. Это тонюсенькая струйка. Вот такой вот скоростью я буду отбирать. Цель добиться исчезновения плохого запаха на запах. То есть головные такие ацетоновые фракции, они выйдут буквально сразу за полчаса. А вот эта вот вонючка, которая уходит после испарения спирта, она должна исчезнуть. Должен появиться абсолютно адекватный, хороший, приятный, чистый аромат. И тогда начнем отбирать тело. Итак, после начала отбора регулятора мощности настроил вот такой вот отбор. Быстрые капли, срывающие струйку. Это примерно литр в час. И буду отбирать. Через час-полтора начну нюхать, что на выходе.
Ну а пока отбирается наш ром, он сегодня будет залит в бочку, соответственно, бочку надо опустошить. Сюда мы заливали бурбон 50 градусов, настало время его слить. Хранилась бочка в сухом, теплом помещении, заодно и посмотрим, как изменилась спиртуозность или градусность. Заливали мы 50 градусов 2 месяца назад. Этот бурбон заливался практически в новую бочку, слегка вымоченную, поэтому выдержка была небольшой. Бочка 15 литров. Если бочка большего объема, допустим 50 литров или более, конечно же время гораздо большей выдержки, так как контакт с площадью поверхности древесины меньше. Здесь контакт огромный, поэтому очень быстро набрала цвет и запах древесины нашего бочонка. Собственно, это ближе даже не к выдержке, а именно к насыщению нашего напитка вкусом и цветом дубового бочонка. Давайте сольем, замеряем крепость, разведем до 40 и, возможно, даже продегустируем. Вот такой вот результат получился. Кто-то скажет, очень насыщенный цвет, согласен, но в бокале это будет выглядеть совсем по-другому. Давайте я сейчас аккуратно чуть-чуть налью. В бокале это выглядит абсолютно благородно, абсолютно такой бурбоновый цвет. Как положено, с дубками, совсем на свете. Очень интересно на запах. В запахе очень много сухофруктов. Очень благородный запах, приятный. Давайте замеряем крепость, какая все-таки получилась. И будем разводить до 40. 51,5 и температуры 29, получилось 48 градусов. Вот 48 градусов, соответственно, я добавлю воды до того, что было 40. 40 мне нравится оптимально, потому что напиток получается мягкий, прекрасный. Ну, я попробую 50. Интересно попробовать. Ну, запах идет какой-то такой сухофруктов. Очень, ой, аж выплеснулось. Нету преобладания дерева. Как ни странно, что такой огромный цвет. Многим кажется, что если такой цвет, то это должен быть плинтус. Ну, давайте чуть попробую. Именно 50-градусный, как обжигает, как... И во вкусе сухофрукты. Во вкусе сухофрукты такой букет приятный, но 50 он, конечно, обжигает. Он мягкий, но он обжигающий. Поэтому разводим до 40. И наш напиток готов. Это действительно классный застольный напиток. А мы будем заливать ром. У нас конец перегонки. Что я скажу? Я отобрал 1,5 литра голов. Плохих запахов я уже не чувствовал, но были хорошие такие нотки фруктовые, которые было жалко терять. Поэтому было принято решение после 1,5 литра голов перейти к отбору тела. И отобрано уже 9 литров тела. Я еще немножечко добираю хвостовую часть, так скажем, и вот эти пол-литра я приму решение, куда их отвести, к хвостам или головам. А пока я остановился на 70 градусов струе, у меня получилось 9 литров 80-градусного, но температура 28,1 и реально получается 77,5. Сейчас я посчитаю, чтобы мы залили сюда 50-градусное. Бочка 15 литров.
50 градусов будет для нее, наверное, оптимально. Поэтому разведем то, что получилось. Немножко будет неполно, это не страшно. Возможно, если ароматика будет раскроется через месяц хорошая, мы добавим туда именно то, что было перегнано головы, хвосты. Именно, ну, не спирт, а разведенное также до 50. Но это вряд ли. Поэтому лучше мы добавим вот такой вот напиток в чистом виде. Он получился очень ароматный, пусть будет немножко неполная бочка, это ничего страшного. На калькуляторе я посчитал 78 спиртуозность, 9 литров, разводен до 50, надо добавить 5200 воды и получится ровно 14 литров, что сейчас и сделаем. У меня закончилась тара, очень много готовых напитков, поэтому я сделаю так, как не надо делать, лучше разводить в отдельной посудине и дать хорошо размешаться. Но у меня тара закончилась, я сейчас сюда залью 5200 воды, залью и закрою пробку, я помешаю, и пару дней я буду просто хорошо перемешивать, чтобы все-таки не было расслоения, чтобы хорошо перемешалось. Я думаю, что так тоже можно. И еще, друзья, я отберу 40-градусная вот сейчас, отберу половинку, добавлю воды. Для чего? Мы задумались здесь произвести сравнение. Я хочу сделать украинский ром. Мы купим свекловичную патоку, также 10 килограмм. Я хочу повторить точно такой же рецепт, но на свекловичной патоке и посмотреть, что будет. И, естественно, я хочу такой ром оставить в белом виде, чтобы произвести сравнение. Это будет очень скоро, поэтому подписывайтесь обязательно, чтобы не пропустить это видео. И произведем дегустацию и сравнение на тростниковой меласе и свекловичной. А сейчас небольшая дегустация, 40-градусная, только разведенная, конечно же. Хочется оценить, что же все-таки получается в таком виде. Аромат, конечно, такой цветочный, ромовый, яркий. Хоть он только разведенный. Но я вам скажу, по прошлому рому, который мы делали, когда мы его сделали, аромата было много. А спустя 2 месяца хранения в бутылке аромат был просто, казалось, его это духи. Вот почему так, кстати, пишите в комментариях, почему так раскрывается запах. А здесь уже запаха много. Приятно, приятно пахнет. Ну, давайте чуть попробуем все-таки. Но самый настоящий, конечно, ром будет после выдержки, когда он будет хотя бы примерно между с таким золотистым цветом и соломенным. Вот тогда вот уже будет действительно замечательный ром. Бочка даст свои вкусняшки, даст свои запахи, дополнительные ароматы. Но основа мне уже нравится. Ну, только разведенная может быть немножко рисковато, но при этом мягко. Вот этому напитку надо действительно даже в белом виде дать постоять хотя бы недельки-2, и тогда употреблять его. Много сахара, но не чувствуется, что это сахарный самогон вот, в том виде, которым бы его сделали на прямотоке. Наверное, все-таки влияет дрожжи, наверное, все-таки влияет наличие меласы. Ну, мягко, хорошо, приятно. При этом самогоновых ноток нет, конечно, совсем никаких, а есть такой вот ромовый, приятно цветочно такой фруктовый аромат, очень-очень приятно. Друзья, сколько мы будем выдерживать ром? Я думаю, начнется вот эта вторая выдержка. Первая была больше, наверное, как и вымачивание нашим бурбоном, но напиток получился замечательный. Наверное, от 4 месяцев. Через 4 месяца мы попробуем по цвету, по вкусу, по запаху, продегустируем. А самое главное, что все это вы сможете увидеть в нашем инстаграме. Поэтому подписывайтесь на наш инстаграм, ссылочка будет в описании, там будет много полезной информации. Друзья, кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы увидеть не только сравнение по напитку рому, но у нас будет также впереди много других сравнений, как напитков, так и технологий изготовления. А на этом все. С вами была команда Акваградус. Всем до следующих встреч. Всем пока.